Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, после стрима прошло несколько часов, я отдохнул, остыл и вижу у меня идеальный старт. Лучше бы такой старт был у меня на стриме, потому что на стриме происходила полная вакханалия. Поэтому, ребят, если вы пропустили стрим, то я напоминаю, во вкладке трансляции есть записи всех моих стримов. Поэтому переходим, смотрим и наслаждаемся качественным контентом. Так вот, к чему я пришел через несколько часов? Во-первых, мета же полностью поменялась из-за того, что убрали отхил из предметов. Все заиграло по-новому. Плюс инсектоидов хорошо так нерфанули, поэтому можно поиграть как на нежити, так и, соответственно, на магах. Поэтому не знаю. У меня есть идея записать духов плюс чернокнижников, но, если честно, я уже так устал их записывать. Вот прям не знаю. Вот не идет у меня и все. Если алхимик придет рано, засуну я его в Мамору. Он у меня вылезет из Маморы к раунду так 35-му, это в лучшем случае. И то не факт, что в 3 звезды он у меня все равно будет. Потому что я его быстрее так, вручную соберу в 3 звезды. В общем, что я хочу сказать. Во-первых, я не знаю, на чем я буду сегодня играть. Посмотрим, как бог рандома мне подкрутит. И, соответственно, буду от этого отталкиваться. Вот. Ого! А это заявочка на прокачку скилла. А это заявочка-то на прокачку скилла. Короче, я хочу услышать ваше мнение в комментариях по поводу инсектоидов. Хотите ли вы, чтобы я их записал и посмотрел, как они работают в новой мете и все такое? Так что давайте, не стесняемся, пишем об этом в комментариях. И также самое я хочу вас спросить по поводу нежити, что вы о ней думаете и стоит ли ее записать, правильно? Правильно, погнали. Все, пишем в комментариях на этот счет. Не забываем сейчас поддержать этот ролик своим лайком, потому что мне он необходим, чтобы ролик продвигался в тренды рекомендации. А если ты на меня еще не подписан, то я надеюсь, ты уже подписался. О как. Я, наверное, рискну и попробую случайный сундук взять. И вот так вот поставлю. Может, мне что-нибудь панда принесет, кроме боли и разочарования. Но боли и разочарования она мне всегда успеет принести. Я, короче, решил взять медальон. Медальон я решил взять не просто так. Там собрался Тинкер в 2 звезды. И для меня это будет проблема. Этот медальон мне может помочь, потому что он вернет 50% урона от нанесенного по мне в эквиваленте чистого. Поэтому, в общем, полезный предмет я сейчас взял, считаю. Возможно, я в этой игре попробую сыграть на магах. Тут, в принципе... Хотя на самом деле маги такие себе здесь есть. Но есть дизраптор. Можно попробовать через вечный сайленс сыграть. О, я тоже скилл показываю. Тинкер в 2 звезды, это сильно. Это очень сильно. Вот. Кстати, сегодня в 6 часов вечера выйдет необычный ролик, поэтому обязательно к просмотру. Это прям не обговаривается. Обязательно его нужно будет посмотреть, потому что комментировать эту игру я буду не один. Так что, погнали. Так. Ну, блин. Если в скрытом пуле легендарных фигур не будет нормальных магов, то на магах я вряд ли смогу поиграть. Ну да. Наверное, вряд ли смогу поиграть. Не знаю, короче, посмотрим. Посмотрим. Не хочу загадывать. Вот серьезно, не хочу и все. Мне бы ранний баф людей получить. Нежить еще неплохо идет. Но на нежити в этой игре я не хочу играть. Хочу на чем-нибудь другом сыграть. Есть берсерк в этой игре. Не, ну смотрите, как я могу поступить. Во-первых, я могу попробовать сыграть на 6 людей. Неправильно как-то сказал, на 6 людях. Короче, через максимальный опыт хочу попробовать сыграть. Если люди будут идти, то, соответственно, соберу себе 6 людей. Буду идти в уровень. Ну и все, в принципе. Возможно, через 6 рыцарей придется сыграть. А там, дай бог, ДК смогу собрать в 3 звезды. Показать вам ДК в 3 звезды. Кстати, последняя игра на стриме, я не хочу ее спойлерить, но эта игра была волшебной, отвечаю. Поэтому, кто не смотрел стрим, ребята, обязательно посмотрите. Обалденный стрим был. Если хотите, небольшой спойлер. Там был ДК в 3 звезды.
против кунг-фу. Там была сильная баталия на 40 плюс раундов. Вот. Короче, я решил поставить сейчас вот этого нового рыцаря и синергию древних. У меня есть гоблин-убийца. Думаю, будет более-менее хорошо. По крайней мере, мне этого хочется. По крайней мере, мне этого хочется. Мне бы сейчас, конечно, Лину в 2 звезды было бы приятнее. Поспешил, конечно, фигуры продавать немного. Надо было не продавать, подождать, пока придет ко мне чувак, а потом уже продавать фигуру. Хотя там не особо и важная фигура была. Блин, ну реликвии шикарные. Есть шлем Ареса, есть аптечка, сумка. Коса есть, кстати. Есть даже манго. О как. Да блин, тут много чего можно сделать. В Мамору я особо не верю. Только если мне ранняя фиолетовая фигура какая-то придет, я туда запихну, например, какого-то котла. И будет все замечательно. Не знаю, может Тинкера назад поставить? Но он просто сразу отпрыгнет, получит 20 маны. Это что же импакт? Правильно я понимаю? Правильно я понимаю все. О, там уже кому-то панда пришла. 10 из 10. Я надеюсь, ему нефритовый генерал в 3 звезды не придет. А то я таких ребят знаю. Ему так рано приходят панды, потом на 10 раунде он закидывает его в Мамору. На 18 раунде он вытаскивает нефритового генерала в 3 звезды. А потом рассказывает всем, где раки зимуют. Неужели у меня будет винстрик? 5 винстрик. Такой старт мне однозначно нравится. В панду я не особо верю. Не знаю, может быть, что-то и принесет. Есть Омник. Смотрите, если у меня, в принципе, получится сыграть на магах, то мы поступим следующим образом. Мы поставим 6 магов, 4 бога. Ну, либо драконов докинем. Но тоже, драконов не факт, что я смогу докинуть, потому что если не будет в игре Джакира, то, соответственно, не будет у меня и магов. Или Зевс хотя бы, если будет, тогда будет намного проще играть. Я тут его выиграю, надеюсь. Так, первая ракетка в меня полетела. Следующие ракетки у меня не полетели, но там Тинкер намного быстрее кастует свои ракеты, потому что... Ай-яй-яй, прикиньте. Прикиньте, даже на ничью не вынес. Какая боль. Да. Ну, во-первых, у него там был жетон отступника, это первый момент. Там на 50% больше урона он мне наносит, потому что у меня есть гоблины, а он является гоблином, это первый момент. Второй момент. Он намного раньше закастил свои ракеты и, соответственно, быстрее ману себе регенил, потому что он этими ракетами начал спамить. И все такое. Надо, кстати, будет попробовать в этом патче собрать 6 богов. Конечно, будет не так сильно, как в предыдущем патче, но попробовать стоит. Еще один клевер пойдет, в панду закину. А ну-ка, пишем в комментариях сейчас. Придет ли мне панда или не придет мне панда, а? Давайте, сыграем с вами в эту игру. Под названием «Скилл обнаружен». Сейчас посмотрим, что мне еще за реликвия упадет. Надеюсь, что-нибудь полезненькое. Еще один клевер. Да, я поспешил. Надо было не ролить предмет первого тира, может мне бы с мобов упал. О, вот это я понимаю подгон царский. О, не, ну тут как бы все понятно, да? Все, баф людей, поехали. Да, жестко я поспешил с роллом предмета первого тира. Надо было так люто не спешить. А то эти два предмета, получаются, у меня сейчас максимально бесполезные. Вот так вот. Примерно такую расстановку сделал. На самом деле у меня сейчас очень сильный стол. Из-за того, что у меня есть Тинкер в 2 звезды, у меня есть 3 мага. Мне бы еще немного другие предметы, и было бы вообще идеально. Ну чё, я, наверное, на 15-м раунде смело возьму и рольну все эти предметы. Возьму, короче, косу. Из-за того, что у меня реально сильный стол, я должен его выигрывать.
Да, я тут выиграю. Все, активируем косу и погнали. Погнали лутать кучу опыта. Если еще найду ранний баф 6 людей, то вообще будет 10 из 10. 2 котла. Котел в 2 звезды ранний. Это будет хорошо. На самом деле, играть на магах довольно прискорбно, потому что магов очень легко контрить. Вот, например, в этой игре есть Омник. Если в этой игре не будет Зевса, мне нечем будет пробивать. Да даже не так. Если в этой игре соберется 6 рыцарей плюс Омник, то я вообще 0 урона буду наносить. Но я же тоже могу, кстати, Омника поставить, друг чего, правильно? Под 4 богов. Ну, будет неплохо. То есть можно сделать без драконов себе билд. Единственное, что мне понадобится драконий рог найти в любом случае. То смотрите, как делаем. Нужен посох 3-го тира 100%. Аганим тоже понадобится 100%. Ну, если я, конечно, какую-то фигуру в 3 звезды не соберу. А ну-ка, давайте посчитаем. Смотрите. 12 уровень. 4 бога, 6 магов. Сюда мы докинем дизраптора. Ну... Но тут еще и Тайт есть. Можно и Горн вдруг чего поставить, чтобы мои маги намного дольше жили. Короче, не знаю, я слишком много думаю об этом, поэтому давайте просто насладимся игрой. Погрузимся в нее. Но я думаю, вы уже в нее погрузились, а я тут сам в своих размышлениях сижу. Понимаете, после стрима надо немного подумать. Немного подумать, потому что на стриме меня так наказывали за мою невнимательность и тому подобное. Ну, а самое главное, меня наказывали за мой скилл. У меня скилл был просто 10 из 10. Выносили все, кому не лень. Ну ладно. На самом деле я рофлю. Я просто много думаю. Много думаю, как поступить лучше, как сыграть на магах получше. Если бы я знал вот скрытый пул легендарок. Ну ладно. На самом деле там куча винстриков. Собью или нет? Прикиньте, я ему винстрик не собью. Как же обидно. Как же обидно. Но были бы у меня немного другие предметы, я бы сбил ему винстрик и получил бы тонну опыта. Так. Молодой человек, жди меня. Программа «Жди меня», я к тебе выйду. Поверь. Я когда к тебе приеду, ты будешь доволен. Да, все предметы первого тира я благополучно сролил. Ну, думаю, неплохая расстановка. Я, наверное, попробую найти предмет 3-го тира. Дай бог повезет. Есть! Не, ну с посохом 3-го тира сейчас игра вообще как по маслу должна пойти. У меня, правда, никакого мана-регена нету. Это плохо. Я ж надеюсь, ты от мобов не откиснешь, потому что мне надо, чтобы ты посох настакал как минимум. Давай, работай. Я что, зря на тебя ставку поставил? Работай, говорю. Палочка Гарри Поттера пойдет. Я, наверное, возьму магический плащ. Мне кажется, надо брать магический плащ. Надо. И вот так вот уровень возьму. Кстати, знаете что? Надо будет сейчас обратить внимание. Мана будет регениться от 2 цемок или от 1 цемки. Если волшебное зеркало работает на ее пассивку, то я не уверен, что она будет работать на 2 цветах, хотел сказать. На 2 цемках просто так. Ну, лучшего предмета там нету, по сути, из первого тира. Есть там, конечно, 300 хп. Есть медальон на уклонение. Ладно. Еще немного поверю в панду. Еще немного. Так, надо обратить внимание, как у меня сейчас будет мана-реген. Давайте посмотрим. Ко мне пришел боярин с антимагом.
Блин, я как-то не успел обратить внимание, с 2 цемок мана регенилась или с 1. Просто когда тебе падает волшебное зеркало 3-го тира, то мана от 2 цемок регенится. А вот от обычных 2 цемок я не уверен немного. Кунка! Сюда! Отлично! Так, знаешь что, молодой? На панде. А ну-ка погуляй. Погуляй немного, я тебя попозже позову. Прикиньте. Мне нужен 1 человек, а его нет. Ну, поставлю 6 магов. Думаю, будет намного попроще играть. И поставлю кунку. Как-никак это стан. Надо либо найти одного волшебника и взять 9-й. На 9-м, соответственно, выставить себе баф 6 людей. Либо же посмотрим. Может, я откажусь от Тинкера. Хотя отказываться от Тинкера будет больно. Кстати, хочу спросить ваше мнение, что вы думаете по поводу магов. Как они вам в целом? И кто играл в этом патче? Насколько сильно их контрят? Я просто понимаю, как их контрить очень легко. Тут тонна предметов есть на магическое сопротивление. Есть целая синергия, которая поглощает урон со способностей. Вот, допустим, парень, который на 1-м месте, он может спокойно меня сейчас законтрить. Он поставит себе 4 кунг-фу, 4 морских. Ну и кого-то еще докинет себе на сдачу. Ну куда ты проигрался, Винстрик? Куда? О, тут еще... Ой-ой-ой-ой-ой. Там 100% будет синергия кунг-фу и, скорее всего, будет 6 морских. Под синергию кунг-фу это будет люто. А вот, кстати, инсектоид собирается. Судя по тому, что я вижу, там собирается инсектоид. Он нефритового генерала там уже на орках вытащил. Так, Старбой. Старбой, жди меня. Помнишь, ты ко мне приходил в предыдущий раз? Готовься. Сейчас я готов к тебе. А ты бери ноги. Я в дороге. И вот Кайку ко мне пришел, прикиньте. Да, закон подлости. Ты не мог 1 раунд потерпеть? Отдал бы мне 1 раунд свой. У тебя был винстрик 9 единиц. Я бы получил 18 опыта за тебя. А ты вот это вот, ну ты не по-человечески, как ты это делаешь. Не по-человечески. Скажите вон этот. Немножко крыса. Ну прям на такой, на донышке. Если что, это любя. Шутка. Ни в коем случае никого не оскорбляю. Посох имеет уже 8 стаков. Не, ну в этой игре магов очень легко законтрить. Сейчас еще нефритовый генерал ко мне придет, пару камней на лицо накидает. И буду чилить. О, там чел тоже собирает себе духов чернокнижников. Парень, я тебя сочувствую. Сочувствую всем сердцем. Опа, Кирилл. Опа, Дум. А ну-ка, отвянь от меня. Пожалуйста, Дум, не лети. Полети в кого-нибудь другого. В Лину полетел. Пойдет. Давай. Тинкер, верю. Мне только же Тинкер выиграл игру. Ну, раунд. О, котел! Волшебники, кольцо магии. Вот это я понимаю, подгоны поехали. Вот так сделаю. Да, у меня 4 мага, но зато у меня есть Тинкер с 13 стаками на посохе. Ага. Сейчас будет весело. Что мы дальше ищем? В идеале, конечно, найти драконий рог. Это прям в идеале будет. Пока нет у меня драконов, мне бы драконий рог найти. Или не искать. Или искать. Или не искать. Сложный вопрос. Вообще у меня много хп. Может, сейчас ко мне придет аптечка, и я попробую поиграть через аптечку? Просто под заказ все пришло, прикиньте. В Мамору я не верю. Поэтому я возьму аптечку. Возьму аптечку, сейчас проиграю раунд.
ну, если проиграю, то я заюзаю аптечку. И я, наверное, все-таки не буду. Не буду стараться проигрывать. Буду стараться выигрывать. В общем, буду экономить по хп. Вот так вот, кратко. Кратко буду экономить по хп, а там посмотрим. Я мог бы убрать сейчас Тинкера, а вот, кстати, и кунг-фу собирается. Причем 2 кунг-фу. Вот, ребят, если вы не знаете, на чем играть, вот, синергия кунг-фу. Спокойно себе играешь, кайфуешь, чилишь. В общем, наслаждайся жизнью. А вот, кстати, нефритовый генерал. По-моему, мне сейчас прилетит пару камней в табло. Все, понятно. Я тут проиграл. Окей, юзаем аптечку. Но я думаю, это хорошее решение взять аптечку. Вот, минус 20 получил, 20 опыта сверху, антимаг. Кстати, я забыл сказать об этом, но сейчас скажу. Я хочу выразить огромную благодарность моему подписчику под псевдонимом Марк. Он мне подарил 2 стиля на антимага. Эти стили очень дорогие и они очень редкие. Невероятно красивый антимаг. Мне даже хочется записать с ним контент. И сделать превью с красивым антимагом. Я думаю, это будет суперски. Ну, сейчас у меня стол довольно-таки хороший. Вышел, если что, из инкама, как вы могли заметить, чтобы взять себе 10 уровень. И раз я уже в табло буду получать, то, соответственно, получать красиво. Так, Старбой. А ну-ка. Как дела, молодой? Помнишь, ты ко мне приходил? Сейчас покажу тебе приколюху. Вот тебе сначала кораблик, теперь задувочка тебе от котла в табло. Только не скажи, что ты выиграешь. Нет. Ай-яй-яй. Я обрадовался раньше времени. Знаете почему? Потому что у меня реликвия коса. Она ж пропала уже. Тю ты. А я так обрадовался уже. Ладно. Ну, бывает. Поплыл. После стрима еще не отошел. Поэтому поплыл. Может, антимага пока что продать и поставить Тайда? Я думаю, так и сделать. Антимага пока продам. Кстати, оцениваем стиль от 1 до 10 в комментариях насчет антимага. Тут непонятно, то ли зверь, то ли не зверь. Так, Тайдстан пошел. Пошел, кораблик пошел. Выиграю. Получу кучу опыта. Хитрец 2 звезды. А, я получил пока что 2 опыта, потому что почему, непонятно почему. О, как. Леший. Ну, поставим Лешего в 2 звезды, почему нет? Варлок. Хан. А чё так жестко по легендаркам? Обалдеть, мне легендарок насыпало. У меня зачесался нос, поэтому... Мне что, дадут в табло? Не хочу. Не, ну такие маги мне нравятся. Мне, если еще Леший со старта придет в 3 звезды, будет вообще шикарно. Ну как, со старта. Вот это я гений. Со старта. Леший со старта, вдумайтесь. Вот это вот я понимаю формулировка слов. Леший со старта. Да. Лич. Не, ну тут маги, конечно, прекрасные. Боярин там вылетел из игры, но по итогу, даже когда он вылетел из игры, выносит всех. Прикол. Так, мне нужен драконий рог. Мне кровь из носа, необходим драконий рог. Можно, конечно, еще и призму. Вдруг что, можно будет попробовать просто через лича поиграть. Но меня реально легко законтрить. Вот, допустим, сейчас Старбой, он нашел себе Омника. Кого-то себе в Мамору закинул. Никого? Он нашел себе Омника и ставит морских.
А там Марси в 3 звезды вообще. Так он, если поставить себе 6 морских на кунг-фу, так он меня снесет. Не, возможно, мне... Не, я его даже в любом случае пробивать не буду. Ну, посмотрим. Он может меня в легкую снести. Кристалл Геральда. Бли... О, не, ну, можно собрать имбу. А чё так хорошо идет? Обалдеть. А продать даже нечего. Цемку продам. Не знаю, я, наверное, возьму еще один посох за жертву, чтобы у меня было намного больше магического урона. Вот так. Я в Лешего не верю, сразу говорю, Леший слабый герой. Но если он рано приходит в 3 звезды, то довольно-таки неплохой кусок мяса, который может под посохом 3-го тира подамажить. Не знаю, какую расстановку против этого нефритового генерала сделать. Больно будет в любом случае, как бы я тут ни крутил, ни вертел. А еще, кстати, надо будет найти себе друидов. Так, а вот и боярин. С Марси в 3 звезды. Больно, отпусти, не бей! Пощады! Пощады! На сколько раундов он вылетел, но по итогу все равно выносит. Вот что творит ранняя Марси. А у меня еще находочка. У меня есть омник. Я не хочу лишаться кунки. Кунка сильный... О как. Ладно. Кунка, прости. Омник намного привлекательнее выглядит. Может, получится и идеальных магов сделать. Что-то пролагало только что. Хотел ЦМ-ку купить, но по итогу не купил ЦМ-ку. Зато почти дизраптор в 2 звезды. Мне нереально идут легендарки. Такой фарт, конечно. Мне давно так не перло на легендарные фигуры. Очень давно. А, кстати, так погоди, смотри, что мы сделаем. Мы поставим сейчас 4 бога. У меня же есть омник. А омник защитит меня, по сути, от всего. Если там не будет чистого урона, то реально омник меня защитит. Йо! Уже дизрапторов 2 звезды. Обалдеть. Надо друида. Вы видите, как мне прет? Я понял, это за все мои страдания. Это реально за все мои страдания. Я, наверное, Лича закерю. Я как-то в Лича поболее верю. Все-таки у меня есть 2 бога, у меня будет поменьше КД. У меня чуть глаза из орбит не вылетели. Я в шоке от того, как мне идет. Да, все, я придумал. Собираем омников в 2 звезды. Ну, в 3 звезды это слишком много, но в 2 звезды под 4 бога. Он меня защитит полностью от физического урона, от какого-то магического урона, от контроля какого-либо. И будет все прекрасно, и жизнь удалась. Еще и посох стакается, вообще шикарно. 7700 урона леший нанес. Ничего себе. На первую линию дизраптора поставлю, чтобы он свой сайленс кастовал. Больше всех урона, кстати, нанес леший. Ладно. Закину реально в лешего. Он будет намного пожирнее. Ну и всякий спам зачистит.
Хитрец в 3 звезды, обалдеть. Хитрец в 3 звезды, ты чё такой огромный? Выжигай, выжигай. Хорош. Еще чуть-чуть, и я возьму себе 12 уровень. А на 12 уровне мы сможем разгуляться. Колечко. Сейчас мобов забираю. И мне останется чуть-чуть. Надо предмет 5 тира найти. Мне нужен агоним. Хочу агоним. Закину в лича. Или в дизраптора лучше. А там и духа 5 можно будет поставить. Гоблины кунг-фу. Понимаю. Ребята, я вас магией уничтожаю. Зачем вы ставите гоблинов? Алло, проснитесь. У тебя хитрец в 3 звезды. Поставь морских и вынеси меня. Я в шоке, что происходит. У них мало хп осталось, а у меня много хп. Так, есть у меня пачка бесполезных предметов. Что тут у нас? Мамора или рыбалка? Я возьму рыбалку. И заблокирую убийц. Два опыта мне не хватает, кстати, до 12 уровня. Давай, агоним. Ну, бессмертие это, конечно, круто, но не под моих магов. Хотя... Сложно. Но Хекс мне пойдет. Инвокер. Кстати, мне же 2 опыта осталось. Да. Вот так вот сделаем сейчас. Сделаем красиво. Омника не хочу продавать. Омник мне нужен. Но драконов я тогда не смогу поставить. В общем, если буду мало получать, то я... Ну, даже если я буду тащить, скажем так, то я, соответственно, не буду ставить себе драконов. Если мне этого будет достаточно. А мне, похоже, достаточно. Ну, боярин там, конечно, против гоблина собрался. Но, ребят. А меня не хотите как-либо, ну, задержать, что ли? 2 яйца. Леший 17 тысяч урона нанес. По сравнению, если что, Лич нанес 10. Ладно, вот так вот сделаем. Делаем красиво. ДК на самом деле не хочу продавать. Может, у меня получится его в 3 звезды собрать. Боже, как Леший дамажит. А чё так Леший дамажит? Много. 8000 урона на секунду. Обалдеть. Да я их вынес всех. Они тупо дали мне вырасти. Это на самом деле не только дали мне вырасти. У меня невероятно огромный стол магов получился. Так, 2 яйца есть. Нужен 1 котел. Дай котла. Котла дай, говорю. Да, это жестко. Да, это жестко. Да, ну, похоже, мне и драконы не нужны в этой игре. Ну, это все. Надо было ДК убирать, ставить духа 5 для еще большей аннигиляции. 8000 урона. Откуда у тебя такой урон, Леший? Кто ты такой? А чё тебе такой большой урон-то?
Я в шоке. Откуда у лешего такой урон? Ну, боярин там играл почему-то через духов. А второй играл почему-то через гоблинов. Я так понял, они забили на меня болт и поняли, что им надо воевать между друг другом, а на меня не обращать внимания от слова совсем. Не, ну, решение, в принципе, замечательное. Предметы у меня идеальные. Да, надо было в конечном итоге выставить себе духа пятерку и кайфовать от жизни, правильно? Но это слишком идеальная игра на магах. Слишком. Да, реально надо было в конечном итоге оставить Омника, убрать ДК, поставить духа пятерку. У меня был бы еще больше нюк. Я бы уничтожал их еще быстрее. Но зачем, если я все равно их и так выносил? Я просто на самом деле думал, что мне не дадут так поиграть. Я думал в конечном итоге поставить 4 морских, шар бездны и тому подобное. А мне просто такие вот: Санечка, ты хотел поиграть на магах? Санечка, держи. Не, кайф игра. Я удивлен, что мне так повезло. Там мне на самом деле повезло с тем, что мне на 15-м раунде выпал посох третьего тира, на секунду. Вспомните вечерний стрим, где я тоже попытался сыграть на магах, занял топ-3, но по итогу с какими слезами я вырылил себе посох третьего тира. Крокодильями. Я еще им от мобов на 25-м раунде откиснул. Потому что у меня маги были... Ну, у меня весь стол был в единичку. Ну... Короче, наныл. Поиграл на магах, наныл 150%. Да какой 150? Целых 200, а там даже и 1000. На стриме не дали, так вот тут не дали сыграть на магах. Красота. Ну, ребят, это скиллуха, понимаете? Слишком скиллозависимая игра. Короче, я надеюсь, вам эта игра понравилась, поэтому не забудь прожать свой лайк, написать комментарий, что ты думаешь по поводу этой катки. Если ты на меня не подписан, обязательно подпишись. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр, и всем удачи!